Надежда Матвеевна, 65 лет от роду, каждое утро начинала с чашки крепкого чая и наблюдения за жизнью подъезда. Она не считала себя любопытной, скорее внимательной. Годы, проведенные на пенсии, подарили ей не только свободное время, но и остроту зрения на человеческие судьбы. И среди всех судеб, разворачивающихся за стенами соседних квартир, одна привлекала ее особое внимание — жизнь Ирины Николаевны, пожилой женщины с этажа выше. Ирине Николаевне было 70, и ее дни текли в каком-то печальном однообразии. Надежда Матвеевна, сидя на своей кухне у окна, видела, как редко открывается ее дверь. Дети Ирины Николаевны, Олег и Светлана, жили в другом районе, занятые своими делами, своей стремительной жизнью. Они звонили матери, но визиты были редкими, короткими, словно выполненная обязанность. Надежда Матвеевна видела, как Ирина Николаевна почти каждый день выходит в магазин, медленно, сгорбившись, несет свою сумку. Видела, как она убирает в подъезде, хотя это не было ее прямой обязанностью, просто от скуки и желания хоть чем-то заняться. Но самое пронзительное для Надежды Матвеевны было наблюдать за приготовлениями Ирины Николаевны, когда к ней должны были приехать дети. За день до приезда Олега или Светланы из квартиры Ирины Николаевны начинали доноситься аппетитные запахи: пироги с капустой, мясные котлеты, наваристый борщ. Надежда Матвеевна знала, что Ирина Николаевна готовила это все с особенным тщанием, с надеждой, с предвкушением коротких минут общения. Она накрывала на стол, ждала. А потом приезжали они. Олег, высокий, представительный, всегда в дорогой одежде, и Светлана, ухоженная, с модной прической. Они заходили, быстро целовали мать в щеку, едва касаясь. «Мам, ну что ты готовишь так много?» «Мы же ненадолго», — бросал Олег, поспешно перекладывая заботливо приготовленные блюда в свои контейнеры. «Да, мамочка, нам совсем некогда». «Ты же знаешь, работать дети», — вторила Светлана, бросая взгляд на часы. Они забирали приготовленное, выслушивали короткие материнские жалобы или новости, давали несколько указаний по хозяйству и, порой не допив чая, уезжали. Ирина Николаевна оставалась одна в опустевшей квартире среди запахов еды, которая не будет съедена за этим столом, с горечью в сердце. Надежда Матвеевна видела все это из своего окна. Она слышала обрывки разговоров, наблюдала за выражениями лиц. И каждый раз, когда за Олегом и Светланой закрывалась дверь, оставляя Ирину Николаевну наедине со своим одиночеством, Надежда Матвеевна открывала свой личный дневник. Ее дневник был не просто записями о прошедшем дне. Это были ее размышления о жизни, о человеческих отношениях, о справедливости. Она записывала свои наблюдения за Ириной Николаевной, свои чувства, свою боль за нее. В ее почерке, порой неровном от волнения, отражалась ее доброта, ее эмпатия, но и ее прямолинейность. Она не стеснялась называть вещи своими именами. «Сегодня снова приезжали ее детки», — писала она, аккуратно выводя буквы. Забрали сумки с едой, поцеловали в щеку и уехали. И ни одного доброго слова, ни одной лишней минуты. А Ирина Николаевна сидела потом у окна, смотрела на дорогу. Глаза пустые. Как же так можно? Неужели им не стыдно? Неужели они не видят, как ей одиноко? И не понимают, что она делает все это для них, потому что любит. А им даже поговорить с ней некогда. Эти записи накапливались, превращаясь в своего рода летопись безразличия, в хронику чужой боли, которую Надежда Матвеевна пропускала через себя. Она чувствовала, что несет в себе эту тяжесть вместе с Ириной Николаевной. И в ее душе постепенно зрело что-то, что требовало выхода, что-то, что не могло оставаться только на страницах дневника. Она не знала, когда наступит этот момент, но чувствовала, что он неизбежен. Дни шли своим чередом, и Надежда Матвеевна продолжала свои наблюдения,
аккуратно занося их в дневник. Она замечала, что Ирина Николаевна стала выглядеть еще более утомленной. Ее шаги по лестнице были медленнее, взгляд потухшим. Запахи домашней выпечки из ее квартиры стали появляться реже, а затем и вовсе исчезли. Надежда Матвеевна почувствовала неладное. Ей было привычно видеть свет в окнах Ирины Николаевны допоздна, но вот уже пару вечеров там царила полная темнота. Однажды утром, спускаясь по лестнице, Надежда Матвеевна обратила внимание на газеты, торчащие из почтового ящика Ирины Николаевны. Несколько дней подряд. Это было совсем не похоже на аккуратную и хозяйственную Ирину Николаевну. Сердце Надежды Матвеевны тревожно жалось. Она медленно поднялась на этаж выше и осторожно постучала в дверь. Тишина. Ни звука. Она постучала еще раз, громче. Ответа не последовало. «Ирина Николаевна, вы дома?» — крикнула она, приложив ухо к двери. Молчание. Неуверенность сменилась паникой. Надежда Матвеевна сразу же почувствовала, что что-то случилось. Она не колебалась. Быстро спустившись в свою квартиру, она нашла в старой записной книжке номер телефона Светланы, дочери Ирины Николаевны. Этот номер Ирина Николаевна давала ей на случай экстренной ситуации, которую, по ее словам, никто не ждал. Длинные гудки. Наконец, раздался раздраженный женский голос. «Слушаю вас». «Кто это?» «Здравствуйте, Светлана. Это Надежда Матвеевна, соседка вашей мамы. Я живу этажом ниже». Голос Надежды Матвеевны дрожал от волнения. Ирина Николаевна, кажется, плохо себя чувствует. Я стучала в дверь, но она не открывает. Газеты в ящике. На другом конце провода повисла короткая пауза. «Ох, Надежда Матвеевна. Вы знаете, я сейчас так занята на работе. У меня очень важная встреча. А Олег в командировке, он только через несколько дней вернется. Вы не могли бы посмотреть? Ну, если что-то серьезное, вызовите скорую. У вас же есть ее запасные ключи?» «У меня нет никаких запасных ключей», — ответила Надежда Матвеевна, возмущенная такой отстраненностью. «Я же говорю, не отвечает. Звоните Олегу. Она может быть одна там». «Ну ладно, я попробую позже позвонить Олегу». «Спасибо, что сообщили», — голос Светланы звучал так, словно она спешила поскорее закончить разговор. Злость вскипела в Надежде Матвеевне. Как можно быть такими равнодушными? Она не стала дожидаться, а набрала номер экстренных служб. Объяснила ситуацию. Через полчаса у подъезда уже стояла машина скорой помощи. Взломали дверь. Ирину Николаевну нашли на полу, без сознания. «Инсульт. Нужно срочно в больницу», — коротко сказал врач. Надежда Матвеевна стояла рядом, чувствуя себя беспомощной и злой. Она проводила Ирину Николаевну до машины, прошептала слова поддержки, которые, возможно, та и не услышала. Вернувшись в опустевшую квартиру, Надежда Матвеевна взяла свой дневник. Ее рука крепко сжимала ручку, буквы ложились на бумагу с силой, отражая ее негодование. Ирина Николаевна в больнице. Инсульт. Я звонила ее детям, чтобы сообщить им о случившемся и чтоб они приехали. Но их реакция меня шокировала. Светлана сказала, что занята на работе. Олег в командировке. Это все, что их волнует. Неужели жизнь матери, которая их вырастила, накормила, ночей не спала, стоит меньше, чем какая-то важная встреча? Какое же это безразличие? Стыдно за них. Нет, не так. Противно. Ирина Николаевна столько для них делала, а они даже приехать не могут. Она лежит там, одна, в чужих стенах. А им наплевать. Я так не могу. Я не могу оставить ее там одну. Я буду ходить к ней. Я буду о ней заботиться. Если родным детям наплевать,
значит, кто-то другой должен взять на себя эту ношу. Надежда Матвеевна закрыла дневник. Решение было принято. Она чувствовала, что должна что-то сделать. Это было не просто соседское участие, это был ее внутренний порыв, ее протест против этой равнодушной, эгоистичной реальности, которую она наблюдала так долго. Ирина Николаевна была ей чужим человеком по крови, но родной по духу, потому что ее боль Надежда Матвеевна чувствовала как свою. Надежда Матвеевна не откладывала задуманное. Уже на следующее утро, собрав небольшую сумку с домашней едой, куриным бульоном, парой свежих булочек и травяным чаем в термосе, она отправилась в больницу. Здание было большим, с длинными коридорами, пропахшими лекарствами и хлоркой. Всюду спешили люди в белых халатах, слышались приглушенные стоны и редкие разговоры. Надежда Матвеевна не любила больницы, но сейчас ее двигало нечто большее, чем просто неприязнь. Она нашла палату Ирины Николаевны. Зайдя внутрь, она увидела ее лежащей на кровати, бледную, с закрытыми глазами. Ирина Николаевна выглядела совсем маленькой и потерянной в огромной белой постели. «Ирина Николаевна, это я, Надежда Матвеевна», — тихо сказала она, присаживаясь на стул рядом с кроватью. Ирина Николаевна медленно открыла глаза. Взгляд ее был мутным, но потом в нем проблеснуло что-то похожее на узнавание, на слабую искорку надежды. «Надя?» — прошептала она, и это слово, произнесенное с такой слабостью, пронзило Надежду Матвеевну до глубины души. «Да, это я. Я принесла тебе покушать. Домашнее. Теплое». Надежда Матвеевна осторожно поставила сумку на прикроватную тумбочку. Ирина Николаевна попыталась улыбнуться, но уголки ее губ лишь чуть приподнялись. Ей было трудно говорить. Надежда Матвеевна аккуратно помогла ей приподняться, поддержала голову, когда та попыталась сделать глоток бульона. Она кормила ее с ложечки, осторожно, словно хрупкую птицу. Ирина Николаевна ела медленно, маленькими глотками, но видно было, что еда пришлась ей по вкусу. В течение нескольких дней Надежда Матвеевна приходила к Ирине Николаевне дважды в день. Утром и вечером. Она приносила еду, сменяла белье, которое приносила из дома Ирины Николаевны, читала ей вслух газеты, просто сидела рядом, держа ее за руку. Она разговаривала с ней о мелочах, о погоде, о новостях в подъезде, пытаясь отвлечь от больничных стен. Ирина Николаевна была слаба, но присутствие Надежды Матвеевны, ее забота давали ей силы. Она смотрела на соседку глазами, полными невысказанной благодарности. А детей Ирины Николаевны не было. Надежда Матвеевна ждала их, надеялась, что стыд возьмет верх над равнодушием. Но палата Ирины Николаевны оставалась пустой, если не считать медсестер, заглядывающих по своим делам. Один раз, на третий день, пришел Олег. Он зашел в палату, постоял у кровати минуты две, спросил у дежурной медсестры о состоянии матери, бросил Надежде Матвеевне короткое спасибо, что присматриваете, и ушел. Светлана появилась еще позже, на пятый день. Принесла пакет с соком и фруктами. Спросила у матери, как дела, мам? Ты скоро домой? Не дождавшись внятного ответа, поспешила прочь, ссылаясь на срочные дела. Надежда Матвеевна наблюдала за этим с горечью. В ее душе кипело возмущение. Эти короткие, формальные визиты были лишь жалкой попыткой откупиться, создать видимость заботы. Дети даже не удосужились поговорить с врачом, узнать о прогнозах, о необходимом уходе. Вечерами, возвращаясь домой, Надежда Матвеевна снова открывала свой дневник. Ее записи становились все более резкими, полными ярости и разочарования. Сегодня Светлана приходила. На 5 минут. Принесла сок, словно Ирина Николаевна. Это вещь, которую можно отделать подарком. Она даже не присела.
Спросила формально о самочувствии и убежала. Сказала, что у нее важный отчет. А ее мать лежит, почти не говорит. Неужели она не видит, как это страшно? Олег вообще как мимо проходил. Словно заскочил отметить галочку. Это не забота. Это издевательство. Как можно так обращаться с матерью? Я не понимаю. Моя душа болит за Ирину Николаевну. Она всю жизнь им отдала, а теперь она никому не нужна, кроме меня, совершенно чужого человека. Пусть Бог рассудит их. Но я так это не оставлю. Когда они придут решать свои вопросы с квартирой, я скажу им все, что думаю. Пусть знают. Пусть им будет стыдно. Если, конечно, у них есть совесть. Каждая строка дневника была пропитана гневом и болью. Надежда Матвеевна чувствовала себя воином, защищающим хрупкую, беззащитную Ирину Николаевну от равнодушия собственных детей. И она была готова к битве. Битве за справедливость, за человечность, за ту самую любовь, которую дети Ирины Николаевны, казалось, давно забыли. Ее решимость только крепла с каждым днем, проведенным рядом с Ириной Николаевной, с каждым наблюдением за бездушным поведением ее детей. Дни в больнице тянулись медленно, но для Надежды Матвеевны каждый из них был наполнен смыслом и заботой. Она приходила к Ирине Николаевне утром, после того, как та принимала назначенные препараты и оставалась до обеда. Затем возвращалась вечером, проводя у ее постели последние часы перед тем, как больница погружалась в ночную тишину. Ее сумка всегда была полна: легкие бульоны, протертая каша, свежие фрукты, нарезанные маленькими кусочками, чтобы Ирине Николаевне было легче есть. Надежда Матвеевна сама готовила все это, вспоминая любимые блюда соседки, о которых та когда-то вскользь упоминала. Она кормила Ирину Николаевну с ложечки, аккуратно вытирала ей губы, поправляла подушку. Она помогала ей умываться, осторожно расчесывала редкие седые волосы. Ирина Николаевна была слишком слаба, чтобы делать многое самостоятельно, но ее глаза, когда она смотрела на Надежду Матвеевну, светились благодарностью. Иногда она пыталась что-то сказать, и Надежда Матвеевна терпеливо ждала, стараясь разобрать сбивчивые слова, успокаивая ее. «Надя!» Едва слышно шептала Ирина Николаевна, и Надежда Матвеевна кивала, улыбаясь. «Все хорошо, Ирина Николаевна. Отдыхай. Главное, набирайся сил», — говорила она. Под влиянием этой неустанной заботы Ирина Николаевна медленно, но верно начала поправляться. Врачи отмечали положительную динамику. Пульс становился ровнее, давление стабилизировалось, взгляд стал немного яснее. Она начала самостоятельно есть, хоть и по-прежнему очень медленно. Ее речь, хотя и оставалась невнятной, понемногу возвращалась. Надежда Матвеевна чувствовала гордость за каждый крошечный шаг, сделанный Ириной Николаевной к выздоровлению. Она знала, что ее присутствие, ее тепло были для больной не менее важны, чем лекарства. А Олег и Светлана по-прежнему оставались лишь тенями. Их визиты были редкими и скоротечными. Олег заглянул еще раз, чтобы узнать, когда мать выпишут, явно беспокоясь о сроках, а не о ее самочувствии. Светлана звонила Надежде Матвеевне, чтобы спросить, что там с мамой, но сама так и не появилась. Каждый раз, когда Надежда Матвеевна говорила им о состоянии Ирины Николаевны, она чувствовала, как растет в ней волна возмущения. Они были обеспокоены лишь внешними формальностями, а не истинным положением дел. Их голоса были холодными, их вопросы — дежурными. Ни искреннего сострадания, ни желания помочь. Возвращаясь домой из больницы, Надежда Матвеевна первым делом открывала дневник. Ее записи становились все более эмоциональными, острыми, полными праведного гнева. Она описывала каждый визит, каждое улучшение Ирины Николаевны, и с каждым словом контраст между ее заботой
и равнодушием детей становился все более очевидным. «Сегодня Ирина Николаевна сама съела половину тарелки супа», — писала она. «Это настоящее чудо. Врачи говорят, что скоро можно будет выписываться. И это все благодаря ей самой, ее силе и немного моей заботе». Но где были ее собственные дети? Где Олег? Где Светлана? Они словно призраки, приходящие лишь для того, чтобы убедиться, что мать еще жива. Они даже не знают, что ей нужно, что она любит. Я приношу ей ее любимый чай с травами, а они принесут магазинный сок, который она никогда не пила. Ее рука, выводящая буквы, дрожала от возмущения. Они готовятся к ее выписке. И я уверена, не для того, чтобы о ней заботиться. Им нужна квартира. Это единственное, что их по-настоящему интересует. Я это чувствую. Я это знаю. Мое сердце кипит от несправедливости. Когда они придут, я не смолчу. Я скажу им все, что накопилось за эти долгие годы. За все их пустые обещания, за их холодность, за их равнодушие. Пусть знают, как низко они пали. Пусть им будет стыдно. Если только у них есть хоть капля человеческого в душе. Надежда Матвеевна чувствовала, как внутри нее зреет буря. Она была готова. Готова к этому неизбежному, очищающему конфликту, который, она надеялась, хоть как-то восстановит справедливость. Ирина Николаевна, медленно приходящая в себя, нуждалась в защите, и Надежда Матвеевна была готова стать этой защитой, даже если ей придется столкнуться с грязью и оскорблениями. Это было ее призвание, ее долг, ее личная война за человечность. Дни шли, и состояние Ирины Николаевны улучшалось. Она уже могла самостоятельно сидеть, понемногу ходить по палате, хотя и с трудом. Ее речь стала значительно четче, и она могла вести простые разговоры, хоть и быстро утомлялась. Врачи подтвердили, что угроза миновала, и теперь дело за реабилитацией. Наконец, было объявлено, что через неделю Ирину Николаевну выписывают. Эта новость, как по волшебству, подействовала на Олега и Светлану. Вдруг их телефонные звонки Надежде Матвеевне стали чаще, а визиты — регулярнее. Они стали приходить почти каждый день, принося с собой дорогие, но бесполезные фрукты и цветы. На их лицах появились натянутые улыбки, а в голосах — подобие заботы. «Мамочка, как ты себя чувствуешь, дорогая?» Нарочито громко спрашивала Светлана, наклоняясь к матери, но ее взгляд постоянно скользил по палате, оценивая обстановку. «Да, мам, мы так переживали», — вторил Олег, но его глаза, казалось, сверлили стены, а не лицо матери. Он постоянно поглядывал на часы, явно торопясь. Надежда Матвеевна наблюдала за этим спектаклем с закипающим негодованием. Она видела эту фальшь насквозь. Это была не забота, а маска, надетая по случаю предстоящей выписки. Она чувствовала, что за их вниманием скрывается лишь одно — интерес к квартире Ирины Николаевны. Олег и Светлана стали чаще оставаться после того, как Надежда Матвеевна заканчивала свои хлопоты. Они садились в углу палаты и начинали тихонько переговариваться, полагая, что Ирина Николаевна их не слышит или не понимает из-за болезни. Но Надежда Матвеевна, оставаясь рядом с кроватью Ирины Николаевны, слышала каждое слово. «Надо бы подумать, как быть дальше, Свет», — говорил Олег приглушенным голосом. «Она же одна не справится». «Конечно, не справится», — отвечала Светлана. «Ей нужен постоянный уход. Может, сиделку нанять?» «Сиделка — это дорого». «Да и зачем? У нее квартира большая. Можно было бы что-то придумать», — голос Олега звучал многозначительно. Надежда Матвеевна чувствовала, как внутри нее поднимается волна праведного гнева. Они говорили о матери, словно о предмете, который нужно куда-то определить, чтобы он не мешал. Их слова были пропитаны расчетом, а не любовью.
Они не предлагали забрать ее к себе, не обсуждали, как ей будет удобнее, а лишь прикидывали, как извлечь выгоду из ее беспомощности. Они стали подходить к самой Ирине Николаевне, пытаясь осторожно прощупать почву. «Мам, а ты как думаешь, где тебе будет лучше? Может, к Олегу поедешь? Или к Светлане?» Спрашивала Светлана, смутно, невнятно, словно бросая слова на ветер. Ирина Николаевна лишь растерянно моргала, не понимая, что от нее хотят. Ее взгляд все еще был немного затуманен, и она не улавливала подтекста. Она просто доверяла им, и эта наивность Ирины Николаевны еще больше злила Надежду Матвеевну. Вечерами после больницы Надежда Матвеевна не могла успокоиться. Ее дневник пополнялся новыми, еще более гневными записями. Они притворяются. Я вижу их насквозь. Их забота — это лишь прикрытие. Они пришли делить шкуру неубитого медведя, пока Ирина Николаевна еще жива. Они говорят о сиделке, о том, где ей будет лучше, а сами мечтают о ее квартире. Олег и Светлана, вы — позорные дети. Как можно быть такими? Неужели нет ничего святого? Я больше не могу это терпеть. Я не позволю им обидеть Ирину Николаевну. Когда они придут за ней, я скажу им все. Я раскрою их гнилую душонку. Пусть им будет стыдно перед всеми. Я не боюсь их криков и их оскорблений. Мое слово будет правдой. И оно должно быть услышано. Ради Ирины Николаевны, ради справедливости. Надежда Матвеевна уже не просто чувствовала злость, она чувствовала решимость. Она тщательно продумывала каждое слово, которое скажет им, каждый упрек, который бросит в лицо. Она представляла себе их лица, искаженные удивлением, а затем и яростью. Она знала, что будет конфликт, но она была готова к нему. Ее сердце было наполнено не только гневом, но и глубокой, непоколебимой любовью к Ирине Николаевне. Она защитит ее, во что бы то ни стало. День выписки Ирины Николаевны настал. Утро в больнице было суетливым. Медсестры спешили, врачи давали последние указания, а запах медикаментов смешивался с запахом свежего воздуха, проникающего из открытых окон. Ирина Николаевна была слаба, но стабильна. Она смутно понимала, что сегодня ее заберут домой, и в ее глазах мелькало что-то похожее на ожидание, смешанное с беспокойством. Надежда Матвеевна пришла в больницу задолго до назначенного времени, желая подготовить все к отъезду. Она помогла Ирине Николаевне одеться в домашнюю одежду, собрала ее немногочисленные вещи. Каждый ее жест был наполнен нежностью и заботой. Она говорила с Ириной Николаевной мягко, успокаивающе, понимая, что пожилая женщина нуждается в поддержке. «Вот и домой едем, Ирина Николаевна». «Все будет хорошо», — тихо говорила Надежда Матвеевна, поправляя воротник на ее стареньком платье. Наконец, в дверях палаты появились Олег и Светлана. Они вошли, словно входя в незнакомую комнату. На лицах дежурные улыбки, в глазах скрытое нетерпение. Олег был в безукоризненно выглаженном костюме, Светлана в элегантном пальто, словно они прибыли не за матерью из больницы, а на важную деловую встречу. «Мама, ты готова?» — спросил Олег, даже не подходя к кровати вплотную. Его взгляд скользнул по Надежде Матвеевне, задержавшись на ней с легким недовольством. «Надежда Матвеевна, спасибо вам!» Светлана выдавила из себя слова благодарности, но ее тон был таким, будто она отмахивалась от назойливой мухи. «Мы дальше сами справимся». Надежда Матвеевна почувствовала, как ее тело напряглось. Вот он, момент. Она кивнула, но никуда уходить не собиралась. Ее взгляд был тверд, как сталь. Она собиралась присутствовать при их разговоре. Она собиралась сказать им все. Олег подошел к медсестринскому посту, чтобы оформить выписку. Светлана присела на краешек стула у кровати матери, но ее взгляд постоянно метался по сторонам,
словно она искала выход. Ирина Николаевна, чувствуя общее напряжение, беспокойно теребила край одеяла. Надежда Матвеевна подошла ближе к ним. Ее сердце стучало часто и глухо, но страха не было, лишь неистовое желание справедливости. Она ждала подходящего момента, чтобы начать свой допрос. Наконец, Олег вернулся с документами о выписке. Он встал перед матерью, облокотившись на край кровати. «Мам, ну вот и все. Домой», — сказал он, не проявляя ни капли настоящей радости или облегчения. «Мы сейчас вызовем такси. И нужно будет решить, как дальше быть». «Да, мамочка», — подхватила Светлана, — «тебе же нужен постоянный уход. Сама ты дома не справишься. Мы вот о тебе всегда думали». И тут Надежда Матвеевна поняла, что момент настал. Они собирались начать свой разговор о решении вопроса с квартирой прямо здесь, в больничной палате, в присутствии еще слабой матери, не способной себя защитить. Она не могла позволить им так поступить. Ее голос прозвучал громко и четко, разрезая натянутую тишину палаты. Он был полон вызова и обвинения. «Думали вы? Очень интересно, о чем же вы так думали?» — сказала Надежда Матвеевна, делая шаг вперед, приближаясь к Олегу и Светлане. Ее глаза горели праведным гневом. «Все это время, пока ваша мать здесь лежала, между жизнью и смертью, вы где были? Где были ваши мысли тогда?» Олег и Светлана обернулись к ней, их лица исказились от удивления и негодования. Они явно не ожидали такого прямого нападения. Ирина Николаевна, услышав резкие голоса, встревоженно посмотрела на них. Надежда Матвеевна чувствовала, как внутри нее поднимается буря, которую она так долго сдерживала. Она была готова. Готова к словесной битве, чтобы защитить Ирину Николаевну. Она достала из своей сумки маленький блокнот, свой дневник. «Я все записала. Каждый ваш шаг, каждую вашу отговорку, каждое ваше равнодушие», ее голос звенел от негодования. И теперь пришло время это озвучить. Она знала, что перешла черту. Знала, что пути назад нет. Но ее совесть, ее боль за Ирину Николаевну не позволяли ей молчать. И в этот момент она была готова ко всему. Она была готова встретиться с их гневом, их презрением, их оскорблениями. Ради Ирины Николаевны, ради справедливости. Голос Надежды Матвеевны звенел, наполненный десятилетиями сдерживаемого негодования. Олег и Светлана замерли, ошеломленные. Их натянутые улыбки сползли с лиц, уступив место изумлению, а затем и раздражению. Ирина Николаевна, еще слабая и растерянная, беспокойно посмотрела то на дочь, то на сына, то на свою соседку, чувствуя нарастающее напряжение. «Вы думаете, я слепая? Глухая?» Надежда Матвеевна говорила негромко, но каждое слово было словно удар. «Я видела все. Видела, как она готовила вам, как ждала. Как сидела у окна после ваших 5-минутных визитов. А когда ей стало плохо, когда она лежала там одна, без сознания, кто приехал? Не вы. Вы были заняты». Олег первым пришел в себя. Его лицо побагровело от гнева. «Какое вам дело, Надежда Матвеевна? Это наша мать. Не ваше дело, как мы с ней общаемся». Его голос звучал резко, сдавленно. «Мое дело». Надежда Матвеевна сделала еще один шаг, ее глаза горели. «Потому что я видела ее боль. Я, а не вы. Вы хоть раз принесли ей домашний бульон? Хоть раз посидели рядом, когда она не могла говорить? Хоть раз помогли ей умыться? Нет. Зато теперь вы тут, как коршуны, готовые решать вопросы с квартирой». Светлана вскочила со стула. Ее лицо исказилось от злости. «Да как вы смеете? Старая сплетница. Что вы тут себе возомнили? Приживалка. Манипуляторша». Она указала пальцем на Надежду Матвеевну, ее голос сорвался на визг.
Вы просто завидуете. Завидуете, что у нас есть все, а у вас ничего. Я завидую? Я? Надежда Матвеевна рассмеялась горьким, надрывным смехом. Я завидую вашей совести, которой у вас нет. Я завидую вашему равнодушию, которое превратило вашу мать в одинокую старуху. Вы хоть понимаете, что она для вас сделала? Она отдала вам всю себя, а вы бросили ее, как ненужную вещь. Вы позорище. Позор на весь подъезд. Слова Надежды Матвеевны, сказанные громко, разнеслись по больничному коридору. Несколько медсестер и посетителей обернулись, их взгляды осуждающе устремились на Олега и Светлану. Олег почувствовал эти взгляды и попытался понизить голос, но его злость не утихала. «Да вы просто сумасшедшая старуха. Вам заняться нечем. Лезете не в свое дело». Процедил он сквозь зубы, хватая Светлану за руку, пытаясь увести ее. «Мое дело — человечность». Надежда Матвеевна не отступала. «И у вас ее нет. Вы лишь ждете, когда она умрет, чтобы поделить ее имущество. Вот вся ваша забота. Вам нужна квартира, а не мать». Светлана вырвалась из схватки брата и приблизилась к Надежде Матвеевне, почти ткнув ее пальцем в грудь. «Закройте свой рот, старая корга. Мы не обязаны перед вами отчитываться. Мы ее дети. А вы кто? Никто. Чужая. Идите к себе в свою конуру и пишите там свои глупости в своем маразматическом дневнике». Ее голос дрожал от ярости. Ирина Николаевна, лежавшая на кровати, вдруг застонала. Она слабо приподнялась, пытаясь что-то сказать, но из ее горла вырывались лишь невнятные звуки. Ее глаза были полны ужаса и непонимания. Она смотрела на своих детей, на Надежду Матвеевну, словно пытаясь осознать, что происходит. Надежда Матвеевна видела боль в глазах Ирины Николаевны, и это лишь укрепило ее решимость. «Да, я чужая. Но я была рядом, когда вас не было. Когда ей нужна была помощь, когда она была беспомощна. А вы вспомнили о ней только тогда, когда вам сказали, что она выживет и что скоро выписывается. Ваши руки чистые? Нет. Ваши руки грязные от равнодушия». Олег схватил Светлану за руку и потащил ее прочь. Он бросил на Надежду Матвеевну взгляд, полный ярости и ненависти. «Мы это так не оставим. Вы еще пожалеете», — прорычал он. «Я ни о чем не пожалею», — выкрикнула Надежда Матвеевна им вслед, но ее голос уже дрожал от эмоционального напряжения. Они быстро удалились по коридору, оставив за собой шлейф возмущения и злости. Надежда Матвеевна осталась стоять посреди палаты, тяжело дыша. Ее ноги дрожали, но в душе царило странное чувство облегчения. Она сказала все. Выплеснула все, что копилось годами. Это была грязная, оскорбительная перепалка, но она чувствовала, что поступила правильно. Она защитила Ирину Николаевну. Она подошла к кровати. Ирина Николаевна смотрела на нее испуганными глазами. Надежда Матвеевна осторожно взяла ее руку, погладила по бледной коже. «Все хорошо, Ирина Николаевна». «Все хорошо», — тихо сказала она, хотя знала, что все только начинается. Но самое важное было сделано. Правда была сказана вслух. И теперь им предстояло жить с этим. Слова Надежды Матвеевны, словно раскаты грома, прогремели в тихом больничном коридоре, оставив после себя оглушительную тишину. Олег и Светлана поспешно ретировались, их лица пылали от ярости и унижения. Они пытались что-то бурчать на ходу о сумасшедших соседках и неадекватности, но брошенные на них взгляды медсестер и немногочисленных посетителей были красноречивее любых слов. Стыд обжег их, как кипяток. Общественное осуждение, невысказанное, но явное, настигло их прямо там, в стенах больницы. Вернувшись домой, Олег и Светлана
попытались оправдаться перед своими семьями, представить Надежду Матвеевну как старую ревнивую скандалистку. Но даже их близкие, зная о давнем равнодушии к Ирине Николаевне, не могли скрыть скепсиса. Слова Надежды Матвеевны, простые и беспощадные, попали в самую точку, заставив их чувствовать себя мерзко. Их безразличие к матери стало очевидным не только для посторонних, но и для них самих, пронзая броню эгоизма. Надежда Матвеевна же, придя в себя после эмоционального взрыва, чувствовала опустошение, но и странное облегчение. Она сидела рядом с Ириной Николаевной, гладя ее по руке. Ирина Николаевна, потрясенная сценой, которая развернулась перед ней, выглядела еще более слабой. Ее глаза были полны слез, она смотрела на Надежду Матвеевну с непонятным выражением. «Надя!» — прошептала Ирина Николаевна, и в ее голосе звучала такая боль, такое отчаяние, что сердце Надежды Матвеевны сжалось. Надежда Матвеевна крепко обняла ее, прижимая к себе. «Тише, Ирина Николаевна, тише. Все позади. Ты в безопасности». Медленно по крупицам Ирина Николаевна начала осознавать произошедшее. Ей было стыдно за детей, больно от их равнодушия, но слова Надежды Матвеевны, хоть и резкие, были истиной. И эта истина, сказанная вслух, парадоксальным образом принесла облегчение. Впервые за долгие годы она почувствовала, что ее боль, ее одиночество не были невидимыми. Кто-то, чужой человек, видел и понимал ее. Выписка Ирины Николаевны состоялась через несколько дней. Олег и Светлана приехали, но их поведение изменилось. Их лица были угрюмы, движения скованы. Они избегали смотреть в глаза Надежде Матвеевне. Их слова были формальными, предложения невнятными. «Мама, мы решили, что тебе нужен уход. Мы наймем сиделку», — сказала Светлана, избегая взгляда матери. «Да, конечно, мама, мы будем приходить чаще», — добавил Олег, не менее фальшиво. Ирина Николаевна, сидя на инвалидной коляске, которую Надежда Матвеевна подвезла к выходу, посмотрела на своих детей. В ее глазах не было ни упрека, ни прощения. Только усталость и какая-то отстраненность. Она повернулась к Надежде Матвеевне. «Надя, поехали домой». «Вместе», — тихо сказала Ирина Николаевна, и в ее голосе звучала такая ясность и решимость, что Олег и Светлана вздрогнули. Это был выбор. Молчаливый, но неоспоримый. Ирина Николаевна выбирала не кровные узы, а настоящую поддержку и человеческое тепло. Надежда Матвеевна кивнула, в ее глазах стояли слезы. Она взяла руку Ирины Николаевны и крепко сжала ее. Дни после возвращения домой преобразили жизнь обеих женщин. Надежда Матвеевна теперь постоянно была рядом с Ириной Николаевной. Она помогала ей во всем, готовила, убирала, читала вслух. Они разговаривали часами, вспоминая прошлое, делясь мелочами, смеясь над старыми историями. Впервые в жизни Ирина Николаевна почувствовала себя по-настоящему нужной, любимой и услышанной. Ее глаза снова заблестели, на лице появилась улыбка. Олег и Светлана действительно стали приходить чаще, но их визиты оставались вынужденными. Они приносили еду, деньги, но не тепло. Их отношения с матерью были навсегда испорчены. Мост между ними был сожжен, и теперь они могли лишь издалека наблюдать за тем, как их мать обрела истинное счастье с чужим человеком. Они пытались что-то изменить, но слишком поздно. Былую близость уже нельзя было вернуть. Вечерами Надежда Матвеевна снова открывала свой дневник. Сегодня Ирина Николаевна впервые за долгое время рассмеялась от души. Мы пили чай с малиновым вареньем, и она рассказала мне историю из своей юности. Какое это счастье — видеть ее такой. Ее дети приходят, но их глаза пустые. Они пытаются быть хорошими, но это лишь маска.
И Ирина Николаевна это видит. Она выбрала меня, чужого человека, потому что я была рядом, когда им было наплевать. Я не жалею ни об одном сказанном слове. Я не боюсь их ненависти. Я обрела друга. Настоящего. А они потеряли мать, пока она еще жива. И это самое страшное наказание. Мое сердце наполнено. Я наконец-то обрела свою семью. Дни после больницы наполнили жизнь Ирины Николаевны новым смыслом, а для Надежды Матвеевны стали воплощением давно забытого счастья. Они словно нашли друг в друге те недостающие части, которые делали их жизнь полной. Теперь Надежда Матвеевна проводила у Ирины Николаевны большую часть дня, а иногда и оставалась ночевать. Она готовила, убирала, помогала с процедурами, но главное, они разговаривали. Часами. О молодости, о давно ушедших знакомых, о простых радостях. В глазах Ирины Николаевны появился огонек, которого Надежда Матвеевна не видела никогда. Она улыбалась чаще, ее речь стала увереннее. Ее тело все еще было слабым, но дух ее окреп. Она расцвела, словно цветок, который наконец-то получил достаточно света и воды. Ирина Николаевна чувствовала себя не обузой, а любимым человеком, о котором искренне заботятся. Дети, Олег и Светлана, продолжали свои визиты, но теперь они были иными. Исчезла та натянутая фальшь, которую Надежда Матвеевна видела раньше. Теперь в их глазах читалась смесь неловкости, вины и какого-то смутного, запоздалого понимания. Они приносили продукты, предлагали помощь по хозяйству, даже иногда пытались завести разговор, но между ними и матерью выросла невидимая стена. Слова Надежды Матвеевны, сказанные в больнице, стали несмываемым клеймом. Ирина Николаевна принимала их помощь, но без прежней радости, без того трепетного ожидания, которое раньше наполняло ее каждый раз перед их приездом. Она была вежлива, но отстраненна. Их прежней связи, той безусловной любви, которую она отдавала им всю жизнь, больше не существовало. Ее сердце, столько лет измученное их безразличием, теперь принадлежало другому. Оно принадлежало Надежде Матвеевне, которая оказалась ей ближе, чем родная кровь. Олег и Светлана, несмотря на внешнее благополучие, чувствовали внутреннее опустошение. Они потеряли мать не только в физическом, но и в эмоциональном смысле. Общественное осуждение, хотя и не выраженное явно, давило на них. Они видели, как соседи бросают на них странные взгляды, как знакомые стараются избежать разговора. Со временем они начали меняться. Возможно, не из чистого сердца, а из-за стыда и желания вернуть хоть каплю уважения, но изменения были заметны. Они стали более внимательными к своим собственным детям, более чуткими к проблемам пожилых родственников. Но рана, нанесенная их матери, оставалась незаживающей, и их отношения с Ириной Николаевной уже никогда не были прежними. Каждый вечер Надежда Матвеевна открывала свой дневник. Ее записи теперь были полны не гнева, а глубокой мудрости и тихого счастья. Сегодня мы с Ириной Николаевной готовили варенье. Впервые за много лет она стояла у плиты, хоть и с моей помощью. Ее улыбка, когда она размешивала ягоды, была самой настоящей. Она так счастлива. И я счастлива рядом с ней. Мне не нужны никакие награды, никакие спасибо от ее детей. Я просто делаю то, что велит мне сердце. И это самое главное. Олег и Светлана приносили фрукты. Ирина Николаевна приняла их, но посмотрела на меня. Это был ее выбор. Ее тихое, но твердое решение. Я поняла, что кровные узы — это не всегда самое главное. Важнее человечность, забота, способность быть рядом, когда это действительно нужно. Ирина Николаевна обрела семью. Настоящую. И этой семьей стали мы вдвоем. Мой дневник видел все: ее боль,
мое возмущение, нашу борьбу. И теперь он видит наше счастье. Жизнь, которая казалась такой пустой, вдруг обрела глубокий смысл. Это и есть самое главное завещание, которое мы пишем не буквами, а поступками. Ирина Николаевна прожила еще несколько спокойных, счастливых лет, окруженная заботой и любовью Надежды Матвеевны. Ее последние годы были наполнены теплом и общением, которых ей так не хватало всю жизнь. Она ушла тихо, во сне, держа за руку свою подругу, Надежду Матвеевну. И Надежда Матвеевна знала, что сделала все правильно. Она не позволила равнодушию победить. Она доказала, что самое ценное в жизни – это не наследство и не кровные узы, а искренняя доброта, сострадание и готовность быть рядом в трудную минуту. И это стало настоящим завещанием, переданным не по бумагам, а по сердцу.